Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуема, поэтому для планирования дел малых и больших узнаем подсказки карт. Что же в ближайшие дни, каковы события или, может быть, какие-то и неожиданности. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. И первая карта, я ее называю «Что важно знать?» или общий фон недели, какие энергии вас могут посетить. Или с чем вы можете столкнуться. Неожиданности или чего не избежать, что есть в реальности как бы. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? По основным сферам жизни узнаем дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы, в личной жизни что нам расскажут. И достанем в этой колоде карту «Совет», что же будет важно. Игра с деньгами будет важна. Это, видимо, где-то карта нам уже предупреждает. Деньги ты тут как-то будь аккуратнее, не трать. Но, знаете, тут у вас, у самих деньги не будут на первом месте как будто стоять. Может быть такое, потому что это карта новых возможностей и легкости на подъем. Нам буквально дает она совет: пробуй, пока не получится или пока не надоест. Вот по этой карте очень бывает такая частая ситуация, когда, пусть даже в мелочах, нам приходится заниматься теми делами, где мы себя не чувствуем уж каким-то суперспециалистом, а у нас получается лучше, чем у профессионала. Поэтому эту карту можно перевести на работу, когда, к примеру, у кого-то может быть предложено «сделай отчет». Начальник, допустим, руководитель заболел или в отпуске, или еще какая-то ситуация отсутствует, или реши какой-то вопрос, у тебя получится. И вы приступаете к данному делу, и у вас действительно это получается. Так вот, это может быть как повод, что вас заметят. Или каким-то образом проделанная вами работа, она не останется в тени, незамеченной. Для чего-то вам, может быть, это будет нужно. Или вы что-то новое осваиваете. Вы можете по этой карте как раз определиться, что, ну да, мне не хватает каких-то знаний. И это вы определяетесь только. Это может быть как и само событие или обстоятельства, которые вас к этому решению подталкивают. И вы начнете искать какие-то курсы, или, может быть, онлайн, или просто это и есть интерес, и его хочется развивать, продолжать. В неожиданностях. Мечты сбываются, мои дорогие. Да, карта звезда – это еще выбора правильного направления. Лет на 10-20, как по Плутону. И вы как раз вот нам где-то говорят, то, что ты начнешь на этой неделе, или то, что ты добавишь. Или когда какая-то парадигма у вас меняется. И вот эта стратегия, тактика будет работать хорошо лет на 10-20. Если у вас личное дело, личное творчество, личный бизнес, будьте внимательны, потому что это какое-то ваше решение, инсайт, который точно надо продолжать. Оно приведет как и к вашей популярности, увеличению доходов. У кого-то с переездом это будет связано, у кого-то переезд далеко, который переворачивает вообще вашу жизнь, мои дорогие. Ну и, безусловно, в неожиданностях какая-то поездка может быть. Все же это звезда, пространство, вселенная. Или какой-то вопрос, который связан с человеком, и он от вас на расстоянии находится. Это может быть и приезд человека к вам, или планируемый. У кого-то могут быть и отношения на расстоянии. У кого-то может быть и знакомство, старший аркан. Но в основном это выбор правильного направления на долгий период времени и карта исполнения желаний. Она так и говорит: сияйте, как звезда. Нет ничего невозможного. И все же, чему сейчас не время? Ну, тут понятно. Четверка чаш, карта апатии. Очень красноречиво прорисована девушка, которая вот уже давно, судя по всему, сидит, и ей
предлагают что-то, возле нее 3 чаши, она даже не смотрит. То есть есть риск в чем? Чего-то не увидеть. И где-то мы сейчас об этом говорили. Будьте внимательны к собственным инсайтам, мыслям, предложениям. Помните, что иногда возможности, да, наверное, всегда возможности приходят как-то не так, как мы это представляем. И поэтому быть очень внимательному определенно стоит. Не время грустным эмоциям, не время каким-то там воспоминаниям. Ведь вот эти 3 чаши явно опорожнились уже не прямо в этот момент, а они так постепенно накапливались. Так вот, что там у вас, негатив какой накопился? Да все, хватит, это уже не имеет никакого значения. Вам отсюда только вперед. Что вам помогает? Семья, близкие, какой-то ваш близкий круг знакомых или какие-то добрые события по части вашей личной жизни. Сама по себе карта благополучия, карта денег, получение денег вам тоже где-то помогает. Может быть, некоторые вопросы вы решите, согласуете по части дома. Или будете делать свое жилье более комфортным. Но, в принципе, эта карта как и достатка, так и радости, где-то и счастья, нашего удовлетворения от того, что, в принципе, мы все контролируем. В целом, хотелось бы сказать, да все хорошо, самое время что-то тут новое себе планировать, и причем ставьте глобальные задачи. Мечта работает именно так. Чем больше намечтаем, тем больше получим. И даже если вы теперь не видите, как вы будете действовать, то есть плана какого-то нет, напишите себе план максимум, как минимум, а потом попробуйте в план минимум уже из максимума перевести. Попробуйте набросать штрихи, мои конкретные шаги. И пусть эти шаги вы можете исправлять, корректировать или от чего-то отказываться. Это все мелочи, это все детали. Но важно вот этот план максимум. И когда мы это прописали, это мы, как знаете, печать поставили и подписью своей скрепили свою цель, свое намерение, свое желание. Это работает, по себе знаю. Дела, работа, бизнес, документы, деньги. Но вообще приятная эмоция. По этой карте и признание в любви, и подарки идут, букет цветов буквально молодой человек пытается кому-то подарить. И признание разного рода. В целом карта говорит о том, что могут быть и новые какие-то знакомства или контакты. Но если происходят какие-то контакты по этой карте, нам говорят сразу, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Эта карта не предвещает обязательного продолжения отношений или перевода во что-то более серьезное. Нас приглашают «вдохновись, насладись моментом». Поэтому долгоиграющие планы на новых знакомых нет. Здесь больше осторожности, чтобы не было каких-то разочарований. Но общий фон недели как раз очень благоприятный для вас, мои дорогие весы. Что же по финансам? Ну, правда, умеренность. По умеренности мы деньги расходуем рачительно. Все просчитываем. И хоть нам говорят, деньги есть, деньги будут. Я могу сказать, у вас как своя миссия какая-то, мои дорогие весы. Может быть, деньги понадобятся, правда, у кого-то для последующего переезда. Или еще какие-то события ворвутся в вашу жизнь, когда что-то начнет меняться. И на внезапную поездку, к примеру, и вам понадобятся деньги. Или для того, чтобы пойти на какие-то курсы и срочно что-то в короткий срок изучить. Тоже, возможно, нужны деньги. Или для того, чтобы благоустроить что-то дома. Поэтому, ну, не то чтобы быть скупердяем, но продуманным хозяином определенно стоит. Умеренно, в балансе, но это карта вообще гармонии. Гармонии в душе. Это когда у нас все и под контролем, и все сбалансировано. Замечательно. В личной жизни что? Ну, не замечтаться определенно стоит. Здесь, знаете, могут быть действительно у кого-то знакомства с человеком, который моложе вас и очень притягательный. Есть вот тот риск, который я сказала, где-то замечтаться. И по пажу чаш есть незрелость. Незрелость, она прорисована здесь буквально. Молодой человек сидит
И он фантазирует. И как будто сердце, да, оно неявное, но кажется, это любовь на всю оставшуюся жизнь. И он уже себя где-то там представляет. И чаша, да, как прообраз туза кубков. И он там где-то сам. И почему-то поросенок с крыльями, мои дорогие. Свиньи не летают, помните. Не ищите груши на вербе. Вы их там не найдете. Правда, не настраивайся, чтобы не расстраиваться. Оставайтесь реалистами. Держите вот этот самый баланс. Насладитесь моментом, что вам мешает. Поэтому где-то не берите каких-то обязательств на этой неделе. Не давайте кому-то таких слов, что раз и на всю жизнь. Не говорите ни да, ни нет. Побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе. Почему бы и нет? Это здорово вдохновляет. Карта совет. Ну вот точно. Определенно нужно быть прагматичному. По рыцарю мечей, может быть, срочно придется куда-то отправиться. И вы этого не видите. Может быть, и придется некоторые вопросы как прояснить, найти по человеку, по организации или по какому-то делу. Прояснение в плане, как работает закон. Или найти недостающую информацию. Что-то нужно знать наверняка. По этой карте как раз и проигрывается, когда мы ищем истину, мы ее находим. Но спорить нам уже, да, на этой неделе говорят точно нет. Но, может быть, вам придется быстро как-то изменить свои планы. И будьте внимательны еще и к людям. Вы можете столкнуться не только вот с такими людьми, которые, ну, приятные, например, да, или несут нам какой-то позитив. Вы можете также и столкнуться с людьми, которые и негатив могут принести, потому что по рыцарю мечей проходят часто, как вот называется, бунтарь без причины. Люди со сложным характером, которые нам что-то пытаются доказать, либо нас к чему-то склонить. Тогда вы не должны к этому склониться. Если вы имеете противоположные принципы, не наступать где-то себе на горло, ну и не вступать в полемику. Но реалистами определенно оставаться стоит. Может быть, вы тут решите какой-то очень серьезный вопрос, который как раз прежде из-за какого-то конфликта у вас не получалось решить. Или найти взаимопонимание. Карта умеренности – это тоже где-то и дипломатия. А вы великий дипломат. И, кстати, по вот этой двойке пентаклей это тоже, ну, про какой-то диалог. Не монолог, нет. Поэтому договориться себе во благо и решить какую-то свою сторону, по крайней мере, склонить в свою сторону незаметно, вы сможете любую ситуацию. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.